Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Путин призвал подумать об определенных ограничениях на экспорт урана, титана и никеля и других товаров в страны, которые ограничивают поставки в Россию. Ограничения не должны быть во вред себе. Речь не идет о том, что завтра нужно это уже сделать, отметил президент. Борис Леонидович, прокомментируйте, пожалуйста, почему конкретно про уран, титан и никель, почему это сейчас и почему не отмечены такие ресурсы, как алюминий и медь. Ну, давайте по порядку. Владимир Путин говорит о той продукции, которая у нас действительно достаточно большое количество есть, прямо скажем. И та продукция, которая действительно на всех внешних рынках, в том числе и на рынках недружественных нам государств, весьма и весьма велика. Теперь, почему именно об этих товарах? Напомню, что совсем недавно принят закон в Соединенных Штатах, запрещающий импорт урановой продукции из России. Правда, принят он сразу с оговорками, гласящими о том, что если такого товара нет на рынке, и это может нести урон национальным интересам США, тогда можно. Чем, собственно говоря, все американские компании, владеющие атомными электростанциями, сразу же начали пользоваться. Крупнейший покупатель обогащенного уранового продукта заявку о том, чтобы ему сделали это исключение, дал еще до того, как появились инструкции Министерства энергетики США о том, как этот закон будет применяться. Тем не менее, сейчас очень много комментариев по этому поводу, и вполне традиционно в одну кучу смешались кони и люди. Господа комментаторы не желают различать урановую продукцию, а она разная, на разных этапах передела называется по-разному, и стоимость у нее совершенно разная. Если идти по производственной цепочке, то первое, что поступает на рынок, самое простое, так скажем, в обработке, это урановая руда, желтый кек, если угодно. То есть после того, как из подземных кладовых тем или иным способом урановую руду добыли, следующий этап обработки – это, разумеется, обогащение самой руды. Нужно убрать лишнюю породу, тем более, что по международной классификации богатым считается месторождение, в котором содержится 1% урановой руды. 99% подлежит просто отсеву. Вот после того, как на горнообогатительных комбинатах эта операция произведена, вот первая товарная продукция – желтый кек. Если сленговое название, если правильное, закись урана – это смесь оксидов самых разных. Здесь говорить о том, что Россия занимает ведущие позиции, не приходится, потому что есть Казахстан. Спорить с этим бесполезно. Уже полтора десятка лет Казахстан занимает первое место по объемам добычи урановой руды и, разумеется, по поставкам ее на международный рынок. Если двигаться, но это еще отнюдь не ядерное топливо, до ядерного топлива есть еще несколько этапов переработки. Следующий этап переработки необходимо вот эту смесь оксидов превратить в гексафторид. Чисто химическая операция. Гексафторид – это химическое соединение одного атома урана с 6 атомами фтора. Если вы слышите фтор, то мы, разумеется, говорим о химически опасном производстве. Далеко не все так просто. В Соединенных Штатах такой технологии, например, просто нет. Вот этот второй этап переработки называют конверсией урана, превращение оксидов, химическое превращение в гексафторид. После этого наступает третий этап переработки, обогащения урана по содержанию делящегося материала уран-235, изотоп обогащения урана. Четвертая операция – реконверсия. В ядерном топливе нужны оксиды, значит, гексафторид урана надо опять химически превращать в оксид. И вот такая продукция – это уже обогащенный урановый продукт. И здесь доля России на мировом рынке порядка 40%. Последняя операция – это, собственно говоря, фабрикация самого ядерного топлива, то есть вот этот полученный порошок оксидового урана с повышенным содержанием урана-235 спекается или стромбовывается вибрационный метод в таблетки, таблетки в тепловыделяющие элементы, тепловыделяющие элементы в тепловыделяющие сборки. Давайте по порядку.
Что касается фабрикации топлива, здесь доля России на мировом рынке порядка 17% и понемногу растет. Связано это с тем, что Росатом продолжает строить и строить новые атомные электростанции со всеми отсюда вытекающими. Тем не менее, поползновение американских производителей, компания Westinghouse, на тот рынок, который традиционно принадлежал Росатому, то есть атомные блоки с реакторами советского и российского дизайна, известно. Наиболее удачно это у них, у Westinghouse получилось в отношении украинской атомной энергетики по понятным причинам. Проверено, испытано новые образцы тепловыделяющих сборок в Чехии. Предстоит такая же проверка в Финляндии. То есть здесь два разнонаправленных процесса. С одной стороны, американцы стараются забрать рынок ядерного топлива у Росатома, с другой стороны, Росатом строит и строит, и там, где он идет строительство, в обычных случаях то, что мы наблюдаем, в договор о строительстве атомных электростанций входит и топливный контракт. Срок эксплуатации реакторов ВВР 1260 лет, продолжительность топливного контракта в Египте 60 лет, в Турции 60 лет, в Бангладеше 60 лет, в Белоруссии 60 лет и так далее. Два разнонаправленных движения. Связаны они с тем, что на день сегодняшний доля прибыли, получаемой топливным дивизионом Росатома на европейском и американском рынках, достаточно велика. Тем не менее, там идут бесконечные разговоры о некой диверсификации и так далее, и так далее. Но каждая новая построенная атомная электростанция за рубежом – это снижение значимости европейских и американских заказчиков для Росатома. То есть именно по этой причине Росатом отнюдь не стесняется того, чтобы поставлять не ядерное топливо, а именно обогащенный урановый продукт. Зависимость обоюдная. У Росатома есть долгосрочные контракты, в том числе и с американскими компаниями. Напоминаю, что в Америке атомная энергетика не государственная, а частная. То есть там частные компании владеют и, соответственно, занимаются закупками ядерного топлива и так далее. У нас зависимость, потому что во всех этапах переработки есть доля прибыли, есть люди, которые в Росатоме работают, есть целая цепочка поставщиков, которых оставлять без работы никакого смысла нет. Но каждая новая атомная электростанция за пределами России – это возможность поставлять на основании долгосрочных контрактов, выстраивать долгосрочные планы, удаляя прочь всю эту рыночную романтику. Зависимость Соединенных Штатов от обогащенного уранового продукта из России тоже известна, поскольку там свободный рынок и есть закон, ограничивающий поставки из России 20%. Законодательно. Выше нельзя. На самом деле, если говорить о том, какова доля Росатома на американском рынке обогащенного уранового продукта, она, конечно, выше 20%. Частные атомные электростанции тщательно соблюдают американские законы, поэтому если Казахстан куплен, если урановая руда куплена в Казахстане или в Узбекистане, она же по происхождению узбекская, казахская, канадская, какая угодно еще, а то, что потом где-то отдельно заказывается какое-то там обогащение, ну, с учетом вот этой дырочки в законодательстве, эксперты оценивают долю Росатома на американском рынке процентов так в 35-40. Так что здесь зависимость велика. Пойдет ли наше правительство на то, чтобы ограничить экспорт? Не просто так Владимир Владимирович заговорил об этом именно сейчас, потому что основная часть контрактов техснабэкспорта структуры Росатома, которая торгует обогащенным урановым продуктом, подписывались в 2014-2015 годах, срок действия 10 лет. То есть большая часть контрактов на день сегодняшний на последних этапах, именно поэтому в прошлом году был такой большой объем закупки. Все, что оставалось невыкупленным за предыдущие годы, американские заказчики выгребли до донышка. Так что момент рассчитан совершенно точно. Ни раньше, ни позже, а вот сейчас, когда можно просто не идти на подписание новых контрактов, старые заканчиваются, никаких штрафных санкций для Росатома уже не будет, а то, что он не пойдет на подписание новых договоров, ну, так бывает. Походите по рынку, поищите еще.
И должен заметить, что за сутки до этого выступления нашего президента состоялось тихое такое сообщение Казатомпрома. Казатомпром сообщил, что в силу всевозможных рестрикций против России поставки урановой руды на Запад затруднены. Ядерный маршрут был выстроен еще в советские времена. Шли специальные поезда до Санкт-Петербурга, дальше морем. В прошлом году, когда начались все эти рестрикции, Казахстан и его зарубежные заказчики попробовали другие маршруты, а другой маршрут – это через Каспийское море в Азербайджан, из Азербайджана в Грузию, через Черное море в Турцию. Если бы это был любой другой товар, может быть, оно и сошло бы. Но здесь за каждым этапом перевозки должны наблюдать инспекторы МАГАТЭ, есть соответствующие требования. И по выполнению всего, что с них потребовали, Казатомпром задумался, что нет никакой выгоды. И дальше такая по-восточному округлая фраза: зато нет никаких проблем с поставками нашей урановой продукции на север и на восток. Тем более, что наши северные и восточные партнеры готовы выкупить всю нашу продукцию. А дальше последовало вот это обсуждаемое нами заявление Владимира Путина, и мировой рынок урана отреагировал достаточно четко, 4% за сутки рост, вниз не пошло, то есть опять подбирается стоимость фунта урана к $90. Это что касается урана. Что касается титана, здесь все несколько сложнее для нас. Напомню, что титан – это все-таки химическое вещество, и когда мы о нем говорим, почему-то первое, что всплывает, это всевозможные металлические конструкции. На самом деле все куда как сложнее. В машиностроении идет порядка 7% добываемого, например, на планете титана. Все остальное – это лакокрасочные изделия, всевозможные смазки и так далее, и так далее. То есть можно... То есть из 100% получаемого на планете титана в металлургии идет только 7%. Теперь почему важно услышать слова «не навредить себе», сказанные президентом? Если смотреть на то, что производит ВСМПО «Ависма», то на наш внутренний рынок идет порядка 40%. 60% это экспорт. Соответственно, если мы ограничиваем себе экспорт или тратим время на то, чтобы поискать новых заказчиков, заводы нужно приостанавливать. На предприятиях ВСМПО «Ависма» трудовая занятость около 30 тысяч человек. Оставить без работы половину из них было бы крайне досадно. То есть здесь для того, чтобы иметь возможность ограничить поставки, нам необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы развивать те отрасли, о которых я только что сказал. Самолетостроение, автомобилестроение, судостроение, все, что связано с химическим машиностроением, так скажем, и, разумеется, медицина. Одно из свойств титана – то, что человеческий организм очень симпатизирует ему, отторжение имплантов, всевозможных протезов отсутствует. Росатом в этом направлении идет. На территории России 2 титановых месторождения мы разрабатываем, все остальное мы импортируем. Чтобы было понятно, во что это превращается, объем закупок концентрата титановой руды порядка $70 миллионов в год. Продукция, выпускаемая ВСМПО «Ависма», $1 миллиард. Соотношение 1 к 14. С одной стороны, да, хорошо, что у нас есть вот такой бизнес в наших руках, а с другой стороны, плохо, что у нас нет внутреннего рынка. В результате те месторождения, которые у нас есть, мы не разрабатываем. Так что вот так. Что касается никеля, во-первых, уже и хронометража, наверное, на сегодняшнюю передачу не хватает. Во-вторых, здесь доля России не настолько велика. И в-третьих, надо все-таки понять, что происходит на Норникеле. Разговоры о переносе производств в Китай были. Дальше они оборвались. В открытых источниках найти что-либо по этому поводу чрезвычайно сложно. Так что я предлагаю оставить никелевую тему на потом. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют и пока его еще не заблокировали окончательно вместе с нами, подписывайтесь на наш Telegram «Геоэнергетика Инфо».
Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях данного перехода. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.